Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам представить на обзор USB пылесос. Он еще называется компьютерный пылесос или пылесос для клавиатуры. Купленный на сайте AliExpress. Стоимость его около 100 рублей. Ну, вообще очень дешево. Работает этот маленький пылесосик от USB. Он может работать от пауэрбанка, что очень удобно. Служит он для сбора мелкой пыли с клавиатуры компьютера, ноутбука, либо же какой-то сухой пыли со стола. Вот так вот он выглядит. Он очень маленький. Вот моя рука по сравнению с ним. То есть видите, да? Этот именно пылесос называется FD368. Сейчас я его распакую и покажу вам уже более подробно. Вот, друзья, я его распаковал. Этот пылесосик, у него есть вот такая вот щетка. Не совсем понятная, поскольку здесь, видите, она вот не сплошная, как вот это вот сделано, а такими вот кружочками. Но я так понимаю, что это вот пыль. Пошевелить, потом в эти кружочки она должна засасываться. Я думаю, не знаю, насколько это она хорошо будет работать. Но основная щетка — это вот эта вот насадка, с которой пылесос и должен работать. Да, вот так вот она снимается, никак не крепится. Вот так вот одевается. Все, вот пылесос готов к работе. Он очень небольшой. Сейчас скажу, сколько у него шнур, длина. Так, длина шнура примерно сантиметров 80, ну чуть меньше метра, я бы так сказал. В принципе, еще раз говорю, что этот шнур вполне удобно подключать не только к USB от компьютера, да, чтобы работал пылесосик, но и к пауэрбанку можно. Воткните в пауэрбанк, пылесос заработает. Почему я знаю? Я этот пылесос не просто так купил. У меня есть хороший знакомый, который делает сигареты. Ну, покупает он табак трубочный, дорогой, и бумагу, в которую заворачивает этот табак. И вот когда он их набивает, на столе остаются небольшие частички табака. И вот он, этот пылесосик, такой же пылесосик, втыкает в пауэрбанк, и эти крошки табака прекрасно со стола убирает, чтобы они нигде там не валялись. Их достаточно сложно смахнуть тряпкой, да, это не пищевые такие крошки, а очень легкие. А вот пылесос этот очень помогает, и работает он у него уже около года, то есть он достаточно долговечный пылесосик, оказывается. Вот так вот он поворачивается немного, вот здесь вот фильтр такой, вроде как хлипкий, но хватает его на самом деле надолго, здесь ничего сложного нет, им именно такой пыль убирать и легкий летучий мусор. И контейнер, все, вот так вот открыли его, вытряхнули в помойку. И вот таким вот образом он работает. Тут вот такие вот специальные штучки есть. Все очень просто. Собирается тоже очень легко. Ну да, тут первый раз надо повнимательнее посмотреть, как его собрать. Ну, в принципе, вот такой вот пылесос. Ну что, сейчас мы попробуем, как он пылесосит. Эту щетку я, наверное, не буду пробовать. Хотя посмотрим сейчас. Ну что, пойдемте к компьютеру. Сначала попробуем убрать клавиатуру. Вот здесь вот у меня много пыли на клавиатуре. Посмотрим, справится ли пылесос с ней или нет. И вот эти вот фильтры непосредственно на компьютере у меня висят, которые защищают системный блок от кошачьей шерсти и от мелкой пыли. Посмотрим, сможет ли он пропылесосить эти фильтры. Или же эти фильтры все-таки надо снимать. Они магнитные, легко снимаются. Их можно снять и помыть просто под водой. Ну, ради эксперимента попробую этим пылесосиком пропылесосить. Ну что, поехали. Кстати, друзья, включается пылесос вот этой вот кнопочкой. Вот она. И что самое интересное, вот сейчас компьютер, я в USB его воткнул, компьютер
даже можно не включать, а пылесос уже работает. И здесь еще я посмотрел, есть диодик, что весьма забавно. Вот. То есть вот так вот он подсоединен у меня. Вот сюда вот к компьютеру. И вот так вот включаем. И вот здесь вот диод внизу. Вот, видите, лампочка. Так, сейчас я попробую со щеткой. Сравню. Ну, не знаю. Со щеткой не очень удобно, потому что щеткой как бы подметаешь, а вот эти вот штуки далековато, то есть пыль-то они не всасывают, получается. Сейчас посмотрим, как фильтры будут пылесосить. Итак, пробуем пылесосить фильтр. Сейчас вот с этой вот насадкой включим. Вот так себе. Не скажу, что супер, но ничего, пойдет. Сейчас попробуем со щеткой эти же фильтры пропылесосить. Ну, в принципе, тоже сойдет. Ну и еще ради интереса давайте попробуем клавиатуру у ноутбука пропылесосить. Посмотрим, как он с ней справится. Ну вы знаете, вот здесь вот видно хорошо в гостинке, да? Да, пыль прекрасно засасывает мелкую, убирает. То есть достаточно чистенькая становится. Мне вот эта вот насадка все-таки больше понравилась, без всякой щеточки. Конечно, есть пыль, которую надо оттирать вот здесь вот, присохшую, но которая сверху обычная такая, легкая, скажем так. Для этого пылесоса то, что надо. Всякие ворсинки, волоски. Опять же, от моих кошек хорошо справляется с этим. По поводу вытряхивания, не обязательно вот здесь вот снимать пылесос, как я вам показывал в первый раз. То есть, когда вы снимаете вот эту вот щеточку, вот на самом деле, вот так вот его и вытряхиваете прям. Фигак, и сюда вот, и все. Вот сейчас я еще раз снял верх. Но это вот волосы, которые он насосал, пыль сама на фильтре. Но это можно будет, естественно, рукой снять. И в мусор, что я сейчас и сделаю, пойду вытряхну. В общем, такой вот пылесосик. На этом
обзор данного пылесосика я заканчиваю. Мне он понравился, ребят. Ну, за 100 рублей, он даже меньше, что-то там 80 с чем-то рублей стоил. Что не купить-то? Достаточно достойный пылесос. Размеры, чтобы лучше его представить. Вот зажигалка, вот сам пылесос. Сейчас я еще на него надену насадочку. То есть он реально очень мелкий. Но, тем не менее, в руках его достаточно удобно держать. Вот. Вот он в сравнении с зажигалкой. В принципе, я еще могу его с зарядкой для телефона сравнить, с вилкой от зарядки, да, чтобы вы еще лучше представляли, потому что меня тут один человек, видимо, не курящий, спросил, а что значит стандартная зажигалка, как понять размер. Ну, не знаю, все в магазинах были зажигалки, они вот такие вот, на самом деле, все действительно стандартные. Что зипы, что газовые, что там китайские. Ну, почему-то их все делают одного размера. Ну, вот, пожалуйста, вам вилка от зарядного устройства для телефона. Они тоже примерно все одинаковые. Вот пылесосик. На этом обзор заканчиваю. Всем пока. Такое вот чудо с AliExpress. Не знаю, насколько нужное, но забавное за 100 рублей. Почему не взять? Все, пока-пока.